Если вы собрались на рыбалку, как бы можно сделать тут спальное место, тут пикник, шашлычок или что-то там вы захотите. Вот с таким видом на небо, звезды и так далее. Всем привет! Наконец-то дошел я до этого автомобиля. Наверное, многим из вас он знаком. Это байк BG30E. Вот в таком красивом цвете. Вы, наверное, видели, если нет, где-то здесь будут ссылки на мои предыдущие тест-драйвы на таком же автомобиле, только он был в черном цвете. Вот в таком цвете. Есть еще матовый, очень красивый цвет, серый, но этот сильнее всего бросается в глаза. Такой синий бирюзовый. Автомобиль, как вы помните, гибридный. Вот такую оптику он имеет. Гибридный, полноприводный, что очень важно, потому что при его цене, кстати, цена 24 900, при такой цене как бы не бывают гибриды полноприводные. Или, по крайней мере, очень редко они встречаются. Вот задняя оптика. Опять же, контраст синий с этим красным очень красиво смотрится. И давайте, не знаю, заведем, покажу вам, как выглядят все световые приборы. Включаем аварийку и ближний, дальний свет. Посмотрим. Можно открыть. Кстати, передние стекла двойные, что тоже очень важно. Это он дал понять, что ключи не остались в машине, а машина заведена. Вот так выглядит передняя оптика. И задняя оптика. Вот такие интересные габариты. Они в движении не работают, но вот сейчас, пока откроете автомобиль, они показывают вокруг автомобиля обстановку. Такой большой экран. Давайте машину заведем. Вот так. Тут у нас подстаканники. Да, кстати, хотел сказать про автозаводку. Машина имеет автозаводку. Закрываете автомобиль, потом удерживаете вот эту кнопку, и автомобиль должен завестись. Если это не сработает, то есть как вы поймете, что не срабатывает? Когда хотите удержать эту кнопку, машина издает звуковой сигнал. Для этого открываете, закрываете обратно и опять удерживаете, и все должно сработать. Вот так. Это ложим сюда. Закрываем. Что у нас по приборке? Тут как бы вся обычная информация. Можно увидеть, как мне самое понятное, это вот эта индикация. Как вы помните, если нет, увидите в прошлом, увидите в этих моих видео. Тут все показывается, когда работает двигатель внутреннего сгорания, когда работают эти два электродвигателя и когда они заряжаются, когда заряжается батарея. В принципе, тут все понятно. По опциям есть подогрев руля. Для этого нужно открыть климат-контроль, да, открыть меню климата. Вот так это делается. Тут вы видите все, что нужно по климат-контролю, куда будет обдув, в какую сторону и так далее. Уровень обдува. Low – это температура для водителя, для пассажира. Можно синхронизировать, можно отключить этот обдув. Если хотите ставить обогрев и вентиляцию, вот обогрев руля,
передних сидений, задних сидений, да, и обдув только передних сидений. Задние сиденья имеют еще и кнопки. Вот здесь. Да. Теперь по поводу автомобиля. Быстренько хочу показать, что есть вот несколько режимов езды. Это комфорт, это эко, спорт, брод. При броде вот машина завела двигатель, видите? Это индикация, тут синий двигатель, значит он работает. Потом у нас есть грунт, песок, снег и опять комфорт. Автохолд, спуск со склона и тут настройки автомобиля. Звук автомобиля, к примеру, вы можете настроить эквалайзер и так далее, какие вам нужны эффекты. Вождение, ассистенты. Ассистентов много. Машина может там уйти от столкновения. Вот видите, как здесь. То есть, если она видит, что есть свободная полоса, все это можно сделать. Автодальний и так далее. Двери и окна. Двери и окна тоже можно тут все настроить. Можно открыть багажник, просто сделать паузу. То есть подойти к багажнику, сделать паузу. Свет, ассистенты, панель приборов. Эту тоже можно настроить. К примеру, яркость и так далее. Вот так выглядит камера 360. Ее можно отсюда включить, либо есть вот кнопка с руля. Да. Камера 360. Можно посмотреть со всех углов. Вот переднее правое колесо, переднее левое, заднее правое, сзади, вперед и так далее. То есть можно и в 3D, если хотите посмотреть. В принципе, это все, что я хотел показать. Есть приложение Carbit Link. Тут можно соединить телефон. То есть она зеркалит телефон. И как бы тоже очень все это удобно. И есть быстрое меню. Вот сверху. Вот так. Яркость можно увеличить. Есть память сидений. Тему можно поменять на черную. И так далее. Теперь тут есть кнопка батареи. Если нажать на нее, двигатель заводится сразу. Тут открывание багажника, уровень света. Все открывания, вот закрывание стекол. Тут у нас есть двойные передние стекла. Есть подогрев лобового стекла. Есть панорама. Да, панорама имеет непрозрачную шторку. Вот можем открыть только шторку, если хотим. Можем открыть и люк. Вот так. Либо полностью. Можно еще вот так. Что интересно, кнопка аварийки тоже здесь находится. Не сразу ее находят люди. Тут у нас есть беспроводная зарядка, кнопка старт-стоп, управление коробкой. Вот, к примеру, один щелчок это нейтраль, два щелчка это реar, то есть задняя передача. Также и сзади, вот так. Если хотите поставить в паркинг, просто нажимайте вот эту кнопку. И все. Автоматически автомобиль ставит и ручник. Можно его как бы отсюда вставить и снять, если хотите. Есть такая вот ниша, как бы свойственно почти у всех современных автомобилей из Китая. Тут есть у нас USB, и здесь тоже, плюс розетка 12 вольт. Очень большой подлокотник. Вот такой глубокий, с функцией охлаждения. Можно так, как бы не сразу понятно, что там еще столько места. Как бы можно использовать как сейф. Есть вот такой бардачок и крючок на 3 килограммов, чтобы поставить там пакеты и так далее. В принципе, вот такое положение. Очень мне нравится, что виден капот, такой более-менее квадратный. Это такой эффект крузака, если можно так сказать.
Но что мне интересно, что мне нравится. Вот смотрите, у меня 1,88 м. Сейчас очень мне удобно. То есть я отрегулировал сиденье под себя. Давайте посмотрим, сколько места есть за мной осталось. Вот смотрите, тут реально очень много места. Садимся на втором ряду. Спинка сидений имеет два положения наклона. И вот смотрите, тут 20-25 сантиметров. И эта машина, то есть водитель тут, скажем так, высокий. Если тут будет какая-то девушка невысокого роста, то тут реально можно еще, не знаю, чемодан поставить, и у вас будет все хорошо с комфортом. Реально очень много места. Есть вот такие ручки. Здесь подсветка. Подогрев, кнопки подогрева. Есть одна USB-шка и уже обдув. Вот, в принципе, все, что доступно для заднего ряда. Ну, конечно, и вид с панорамы. Что мне сильно нравится у этого автомобиля, это то, как трансформируется салон. Давайте сначала покажу вам багажник, а потом посмотрим, как это делается в салоне. Во-первых, багажник. Вот так. Не с первого раза понятно, где у него кнопка открывания багажника. Вот так. И вот есть такая интересная штука. Это есть и полка, и ее можно использовать как столик. Давайте я покажу, как это делается. Во-первых, снимаем ее отсюда. Вот так. Взяли этот столик. Вот так он выглядит. Чтобы заблокировать его, нужно вот так сделать. И с этой стороны также. Да, заблокировали. Вот такой он получается. Вот такие ножки. И начинаем их крутить. Вот такой не маленький, я бы сказал, столик. Как вам? Это для пикника, для рыбалки. И, кстати, для рыбалки. Если вы собрались на рыбалку, знаете, тут у вас есть розетка 220, извиняюсь, тут 12 вольт. Под полом багажника вы найдете только вот пена для колес, есть знак, и тут место для этих ножек для стола. В остальном все. Как бы запаски тут нету, потому что это гибрид. Давайте теперь посмотрим, как складываются сиденья. Это самый интересный, по крайней мере для меня, момент. Смотрите, у вас есть два варианта. Либо просто откинуть сиденье, да, вот так. Но в таком случае у вас не получится ровный пол. Есть второй вариант. Вы можете вот сидушку откинуть, вот так, и вот так складывается. Теперь у нас получается ровный пол. До этого расстояния где-то 1,65 м, почти 1,70 м. Вот пол багажника. Если вы найдете какой-то матрас, либо просто тут подушку поставить, это можно увеличить где-то до 1,90 м, 1,90 м с чем-то. В принципе, вот такой ровный пол. Если вы собрались на рыбалку, как бы можно сделать тут спальное место, тут пикник, шашлычок или что-то там вы захотите. Но есть еще третий вариант, который мне показался очень крутым. Вот так складывать. Так. Давайте покажу его вам. Для этого нужно снять подголовник переднего сидения. Вот так. Давайте положим, к примеру, вот здесь. Отодвинуть максимально вперед сиденье. И спинку тоже
вниз. Вот так. Получается у нас тут ровный пол. Вот так. Вы можете тут спать, поставить, к примеру, какой-то матрас. Это расстояние отсюда где-то 1,70 м. Тут мы садимся. Вот так. И вот, в принципе, так вы можете посмотреть либо фильм, либо спать тут. Также можно сделать и с водительским сиденьем. И давайте покажу здесь. Вот тут, что интересно, есть вот такой крючок. Также и там. Тут вы повесили какой-то экран. Тут поставили проектор. И можно вот, в принципе, так смотреть фильмы. Очень удобно в своем автомобиле. Вот с таким видом на небо, звезды и так далее. В принципе, очень универсален с этой точки автомобиль. Мне это лично очень нравится. Хотя я и не так часто выхожу на пикники, но я любитель вот таких тем, когда машина универсальна во всем. И вот вид этого спального места сзади, да? Вот так. Также все обратно поднимается. И очень быстро у вас опять автомобиль стал готов для перемещения по дорогам. Вот так. Это закроем. В принципе, пишите в комментариях свое мнение. Купили бы себе такой автомобиль и поехали бы вы на нем на рыбалку, либо где-то, не знаю, отдыхать в лес, у озера и так далее. Я лично думаю, да, потому что тут есть полный привод, есть хороший расход, хорошая, очень мягкая подвеска и хорошая шумоизоляция. В принципе, что еще нужно? Вы, конечно, пишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. И не забывайте подписаться на канал, ставить лайки. И всем пока!